Стаканы. Маман нервничает. Бонифация, ты стоишь уже, да? Зай, сыр брать? Да. А, сквозь зубы мне отвечать. Пивасик мне дай. Я еще пиво буду, я мало. О. Прощальный ужин. Это моя тарелка. А подай мою пилотку эту. Там она. Вот она в моем сиденье, да. Да, моя. Это твоя? Прости. Это мое? Да, это тебе положил. Ну, я тебе не положил, а поставил. Бонечка, иди сюда. Я сейчас одену пилотку свою. Красивую. Папа готов. Открывай, готов. Давай. Это ж надо найти. У нас тут нету занавески. Бонька, ты ну, открывай. Открыл. На, Зай, сразу выкинь, Зай. Не хочет мама сразу выкидать. Ну, ладно. Бонифаций. Мы тебе там игрушку купили. Что такое? Пипец, Костя. Да пипец, ты нервы мне свои не показывай, мне все равно. Встала, блин, пошла. Попросил, забери бумажку сразу. Ты Нет, положи сюда, господи. нет, пошла, блин. Костя. Так потяни. Фу, блин. Что все слабые. Ой. Для таких, как я, специалистов вина тут, ух ты, сделали, как вытаскивать. Ну, я ж балбес. Зато капитан. Самопровозглашенный. Не надо, меня выбрали на общем собрании. Не было никакого собрания. Было, тайное было. Бенечка, ты что-нибудь знаешь по этому поводу? Знает, он принимал участие, самое активное. Я наливаю полно, не знаю кому. Или тебе наливать половину? Не половину. Не надо туда ходить. Хватит. Ты еще его, может, пить не будешь.
Но я тебе потом На отдам. стол поставь, если на это его на пол ставишь. Там было написано Тоскана, и это все. Опа. Комарики. Так, ну что, Оксаночка, толкни речь. Корабль скоро приплыл. Италия. За нас красивых разлился, блин. Кислая. Все равно пить охота было, труба. Ой, хорошо. И ничего, такое нормально. Сладенькое, кисленькое такое. Я Супер. искала знакомые слова, но не нашла. Потому что я вчера полдня искала, Ой, какое вино покупать. класс. Вот это вот что? Вон гоняй комаров. Гони. Вот сегодня он такой хороший день был. Без напряга. Насыщенный. Но без напряга. Мы пошли туда. Пекли, там все это ходили. Там классно, что все в одном месте. Ну, правда, жарковато. Но жара такая, которую можно было осилить. Не то, что пришли, упали и все, блин. А такая вот, что мы, смотри, пришли, еще сколько дел сделали потом. Не то, что там, ну, жарко, да, но не так. Хоть и 30 градусов, вот какая-то не такая жара уже. А там на башню, когда поднимался, ну, я не знаю, если это середина или нет, так там телефон, сос, там вся фигня, и сидит чел. И на самом верху, полностью на самом верху, там как бы 2 этажа, выходишь наверх, и там колокола стоят. Площадка, стены. А внутри что? Ничего, пусто. Она полая? Полая, пустая. Пусто, на самый верх. Просто вот обложено, и внутри ступенек, по ступенькам ты идешь. А ступеньки так вытерты, я специально сфотал.
Вытертый пипец. И вот вытертые они от того, как она наклонена, люди ж потом, чтобы центр... Потому что если ты пойдешь к этой стороне, которая наклонена, ты ж к этому краю не пойдешь. Ты пойдешь по этой стороне, чтобы же... Вот, вытертый пипец ступеньки. И там висит шнур натянутый от самого верха вниз. Так вот, центр, если взять, да, то вот это... вот она так стоит, и центр натянутый к стене, к краю стены. То есть там центр, а тут край стены. Понимаешь? То есть вот так. Просто это Вот. веревка ровно. Ровно, но внизу она уже касается стены. Да. Так если башня была ровная, она бы была в центре башни. Ну да. А я там еще сфотал, там еще внизу стоит этот... я не знаю, какой-то... Что-то там стоит, я уже не помню, что стоит, а я его сфотал. И вот как башня стоит, и как он ровно стоит, блин. Пипец. Все, ты вот понимаешь, что там оно чего-то как-то где-то куда-то, вот, и на это, но вживую это выглядит жесть. Жесть. Это просто против всех законов физики, Я бы блин. не вышла туда. Да вышло этого. Там есть эти, можно остановиться. Это есть. Там три, по-моему, этих. Отдышаться, да, можно. Мы просто на одном затяге всех не вышли, а потом как лошади там дышали. И все такие вышли и ржут, блин, потому что задыхаются. Ну, а панорама только открывается классно с той стороны, там, куда она падает. Потому что вот эти вот перила, ну не перила, а сетки, они ниже, чем ты можешь стать наверх. И получается, ну, а крыши, черепичные крыши, оранжевые черепичные крыши. Вот как бы, в чем прикол? Ну, на Эйфелеву башню, когда мы поднимались, там высота, да? Там сколько-то там этих 282 или 272 метра, я не помню. Не помню. Вот, да, дух захватывает, класс. Ну, а тут, на ту сторону, на которую она наклонена, в очку играет пипец. Все. Ну и колокола там. А колокола висят, и вот когда он на эту сторону наклонен, там, да, он же это висит ровно, и чтобы он уже не касался этой стороны, так там у него что-то этот свод, так там в стене именно это выдолблена такая, ну, прикольно смотрится. Сколько ей было в прошлом году? 875? Я не знаю. Что-то такое. Если они или 857, или 875. Просто она старше Карлова моста на 250 лет был. А весь этот комплекс пипец. А вот тут там, где мы ходили с тобой, вот этот, ну, вот этот, который до буквы, ну, так как это какой-то, наверное, форум был. Там где вот эти фрески. Я видел, мужик там сидит и реставрирует. Вот этот вот длинный? Да. Угу, да. Видел, наверху там сидит и реставрирует. А ты видел там эти Да вот ему жизнь, молды? ему жизни не хватит там это. Ну, я так понимаю, что он там не один делает. Но какая кропотливая работа. И тут он сидит, там все это. Ну, обалдеть фрески. Обалдеть. А ванны эти, в которых они там купались, блин. Ну, а вот это я поняла, что это же гробницы. Да, там внизу гробницы, а по бокам стоят ванны. Ты видел вот эти ванны, блин? Я думала, что это тоже гробницы. Нет, ванны, это ванны. А гробницы в полу. Ну, а когда только заходишь, вот Поворачиваешь влево. Поворачиваешь вправо. Влево там маленький кусочек. Да. Вправо. Угу. И вдоль двух стен, вот это я думала, что это гробница.